Над одним озером в американском штате Монтана круглые сутки орут динамики. Крик ястреба. Потом резкий хлопок, будто кто-то стреляет в воздух. Иногда над водой поднимается дрон. По периметру стоят таблички, запрещающие подходить к берегу. Все это работает не против людей, а против птиц, потому что вода в этом озере растворяет металл, и любая стая, севшая на нее отдохнуть, отсюда уже не поднимется. 40 с лишним лет назад никакого озера здесь не было. Была яма, глубиной больше полукилометра, из которой доставали медь. 22 апреля 1982 года добычу закрыли и выключили насосы. Отключение насосов было последним техническим действием на этом руднике. Оно же оказалось началом всего остального. Мы привыкли думать, что выработанный рудник превращается в пустую дыру, и на этом история заканчивается. Технику вывезли, ворота заварили, забыли. На деле земля в этот момент только начинает отвечать. Порода теряет опору, вода идет обратно. Химия, которая миллионы лет спала в темноте без кислорода, просыпается и принимается за работу. Разберем по шагам, что физически происходит с толщей после того, как из нее вынули последнюю руду. Почему одни шахты становятся ядовитыми водоемами, под другими проваливаются улицы, а третьи внезапно превращаются в место, куда съезжаются дайверы со всего мира. Начать придется с того, как руду вообще достают, потому что форма пустоты определяет все дальнейшее. Металл не лежит под землей ровным пластом, который можно снять как крышку с банки. Он вкраплен в породу неравномерно, полосами и гнездами, а в медных месторождениях его бывает всего 6 или 7 килограммов на тонну камня. Значит, ради 1 тонны меди нужно перелопатить состав породы длиной с товарный поезд. Добыча тут не срезание слоя, а медленное выедание объема изнутри. Пока руда лежит близко к поверхности, работает открытый карьер. Экскаваторы снимают породу кольцевыми уступами и спускаются все ниже широкой спиралью. Самосвал, груженный рудой, выезжает со дна такого карьера не по прямой, а по серпантину длиной несколько километров. И на этот подъем уходит около получаса. Рудник Бингхэм-каньон в штате Юта за 100 с лишним лет превратился в воронку шириной 4,5 километра и глубиной больше километра. Ее видно со спутника невооруженным глазом. Дальше начинает работать простая арифметика. Каждый новый уступ вниз означает, что борта карьера нужно делать положе, иначе порода поедет. А более пологие борта означают, что ради той же руды придется вынуть еще больше пустого камня. Каждый рейс самосвала становится длиннее и дороже. В какой-то момент руда внизу еще есть, но доставать ее сверху уже бессмысленно. Чукикамата в Чили уперлась в эту стенку раньше многих. Век открытой добычи, километр глубины, борта длиной больше 4 километров и целые поколения чилийцев, выросших в поселке на краю ямы. Руда там никуда не делась, просто ушла вниз. В 2019-м добычу перевели под дно карьера, а 3000 горняков переучивали на подземную работу. Потому что водить самосвал по серпантину и вести проходку в тоннеле – это две разные профессии. Тогда компании уходят под землю и применяют метод, который называется блочным обрушением. Инженеры пробивают под рудным телом сеть горизонтальных выработок, а в основании массива вырезают тонкий слой пустоты. Опора исчезает, порода наверху лишается поддержки и под собственным весом начинает оседать, дробясь на куски прямо внутри горы. Обломки падают вниз, в подготовленные тоннели, и оттуда их вывозят конвейерами. Гора буквально ест сама себя. Рабочие только подставляют пустоты в нужных местах и собирают то, что осыпается сверху. Метод дешевый, поэтому им добывают медь по всей планете. Расплачивается за него поверхность. Медный рудник Палабора в Южной Африке шел этим путем почти по учебнику. Сначала открытый карьер 800 метров глубины. Потом, в 2001 году, переход на подземное обрушение. Горизонт подсечки заложили на 1200 метрах, то есть на 400 метров ниже дна карьера. Через 3 года зона обрушения дошла снизу до дна ямы, и северо-западный борт поехал. В нижнюю часть карьера ушло больше 100 миллионов тонн породы. Трещины на поверхности разбежались на 300 метров за кромку карьера, порвав подъездные дороги, линии электропередачи, водовод и железнодорожную ветку. Никто не пострадал, но геометрия рудника изменилась навсегда. Логика здесь не мистическая, а почти бытовая.
Любой объем, вынутый из толщи, чем-то заполняется. Обрушенной породой сверху, водой снизу или воздухом, пока свод держится. Свод держится не вечно. Про воду стоит сказать отдельно, потому что именно она делает большую часть работы. Работающая шахта – это не сухая пещера. Это корабль с непрерывно откачиваемым трюмом. На глубине в сотни метров порода всегда влажная. Вода давит со всех сторон и ищет любую пустоту. И без насосов выработки затопило бы за несколько месяцев. Гул этих насосов слышен в стволе постоянно, и шахтеры перестают его замечать, как жильцы перестают замечать холодильник на кухне. Последний день работающей шахты выглядит буднично до неприличия. Смена поднимается наверх, из выработок вытаскивают все, что имеет цену на металлолом, стволы закрывают бетонной пробкой и вентиляционной решеткой. Насосную обесточивают отдельным рубильником, и первое, что замечают люди наверху, это тишина. Гул, который стоял в стволе годами, пропадает. Дальше механика простая. Качать воду ради пустых тоннелей бессмысленно, и вода начинает подниматься обратно, туда, откуда ее выдавливали десятилетиями. Инженеры называют это восстановлением уровня подземных вод, и процесс может занять годы, а на глубоких месторождениях – десятилетия. В Монтане после закрытия карьера отключили насосы соседней шахты Келли на глубине 1200 метров. Вода в карьере поднималась примерно на 30 сантиметров в месяц. Медленно, незаметно, без единого события, которое можно было бы снять на камеру. Сегодня в яме стоит около 200 миллиардов литров воды, а ее уровень поднялся почти на 300 метров. Если вам интересно, как Земля выставляет счет за подобные вещи, не только формой рельефа, но и собственной химией, подпишитесь на канал. Дальше как раз про это. И дальше будет неприятнее. Стенки старых выработок почти всегда содержат пирит, соединение железа и серы. Миллионы лет он лежал в темноте, без кислорода, и ничего с ним не происходило. Затем пришли люди, пробили тоннели, включили вентиляцию, а потом ушли и оставили эти тоннели открытыми воде и воздуху. Кислород и вода добираются до пирита. Реакция дает серную кислоту. Кислота растворяет соседние минералы и вытягивает из камня все, до чего дотянется. Медь, цинк, кадмий, мышьяк. Вода в карьере Беркли-Пит на протяжении многих лет держала кислотность на уровне колы, а некоторые пробы показывали еще ниже. 28 ноября 2016 года снежная буря согнала с маршрута миграции огромную стаю белых гусей. Соседнее озеро, где они обычно отдыхают, замерзло. Единственной незамерзшей водой в округе оказался карьер. На воду село около 10 тысяч птиц. 3 или 4 тысячи из них не пережили ночь. Вскрытие показало, что птицы пили эту воду. За 21 год до этого, почти день в день, в том же карьере, насчитали 342 гуся, не переживших посадку. Компания тогда утверждала, что виновато испорченное зерно. Проверка показала другое. И после этого случая на берегу появились громкоговорители с записанными криками хищников и стрелки, которые поднимают стаю в воздух холостыми выстрелами. С 96 по 2001 год через карьер прошло 22 тысячи птиц, и погибло из них 75. Система работала. В 2016-м ее просто перегрузило количеством. Рудник закрыли в 82-м. Птицы прилетели через 34 года. Между решением выключить насосы и последствием прошло больше поколения, и человек, который принимал то решение, почти наверняка о нем даже не вспомнил. Насколько долго тянется такая химия, показывает река в Испании. Рио-Тинто, юг страны, окрестности Уэльвы. Медь и серебро здесь добывали финикийцы, потом римляне, потом британцы, и активная разработка шла почти без перерывов до конца 20 века. Река до сих пор ярко-рыжая, а кислотность у нее сравнима с желудочным соком. Порода в ее берегах продолжает отдавать серную кислоту тысячелетиями. Настолько устойчива, что специалисты по астробиологии ездят туда изучать бактерии, живущие в этой воде, и примеряют их на условия древнего Марса. Кислота – это одна сторона, вторая сторона – это масса. Пустоту в толще сжимает то, что лежит над ней, и результат виден не на дне, а на улице над шахтой. Германия. Рурский угольный бассейн. Последнюю каменно-угольную шахту там закрыли в декабре 2018 года. И после этого регион остался с задачей, которую сами немцы называют вечной. Поверхность над старыми выработками за век добычи просела местами на 25 метров. Реки в этих местах текут неправильно, а часть
часть городов теперь ниже уровня грунтовых вод, и держатся они только потому, что насосы продолжают работать. Компания откачивает из-под земли около 70 миллионов кубометров шахтной воды в год. Суммарная мощность насосов около 70 мегаватт. А на всю эту вечную задачу уходит примерно 260 миллионов евро ежегодно. Под нее создан отдельный фонд, чтобы деньги не кончились вместе с угольной компанией. Если насосы остановить, значительная часть Рурской области, где живут миллионы людей, превратится в озерный край. 25 метров – это не трещина в асфальте. Это 8-этажный дом, ушедший в землю целиком. Меня в немецком случае цепляет само слово «вечная задача». Не долгосрочная, не рассчитанная на 100 лет, а именно вечная. И это юридический термин, записанный в документах фонда. Уголь давал прибыль 150 лет. Счет за него выписан без даты окончания. Британия платит по тому же счету, только мелкими взносами и веками. Угольные выработки 19 и 20 столетий там нередко просто бросали, не засыпая, на глубине в десятки метров под будущими жилыми кварталами. Деревянные крепи гниют, стальные ржавеют. Раз в несколько лет свод не выдерживает, и на поверхности появляется яма. Сначала на асфальте проступает тонкая дуга, будто кто-то провел циркулем. Через день по этой дуге проседает плитка, а потом за ночь садовый участок вместе с забором опускается на несколько метров. Государственное ведомство, которое занимается наследием угольной промышленности, держит архив карт старых выработок и обязано выезжать на такие провалы немедленно, потому что предсказать конкретное место следующего провала почти невозможно. Под Йоханнесбургом сработал еще более неприятный механизм. Золото там брали с глубины в километры, и чтобы работать в сухих забоях, компании десятилетиями откачивали воду из доломитового слоя, лежащего гораздо выше. Доломит – это порода, изъеденная подземными полостями, и вода в этих полостях держала свод, как вода держит стенки бумажного стакана. Уровень упал, свод остался без поддержки, и полости начали схлопываться вверх, к поверхности. Города Гаутенга живут с этим до сих пор. Провал открывается за часы, а не за годы, и цена участка в объявлении о продаже до сих пор зависит от того, велась ли когда-то добыча под ним. Не всегда, впрочем, история кончается кислотой и провалом. Иногда бывшая шахта становится тем, ради чего люди специально едут через полстраны. Городок Бон-Тер в штате Миссури 100 лет стоял на свинце. Под ним прорыли 5 горизонтов, и в 1962 году, когда руда кончилась, компания закрыла рудник и остановила насосы. 3 нижних горизонта ушли под воду. Получилось подземное озеро объемом около миллиарда галлонов, с береговой линией в несколько десятков километров. Известняк там не сульфидный, серы в нем почти нет, поэтому кислота не пошла, и вода осталась чистой настолько, что видимость под ней превышает 30 метров. Сегодня в это озеро погружаются дайверы. Под водой стоит целый рабочий поселок. Ремонтные мастерские со стеклами в окнах, электроцех, кормушки для мулов, брошенные вагонетки на рельсах. Металл медленно окисляется, и от него в неподвижной воде висит рыжеватая взвесь, которую местные проводники называют дымом. Жак Кусто спустился туда в 1983 и снимал 5 дней подряд. Разница между ядовитым озером в Монтане и подводным музеем в Миссури почти целиком объясняется составом камня. Есть в стенках сульфиды вроде перита, будет кислота. Известняк или гранит без серы, и вода останется нейтральной, а известняк даже гасит кислотность, работая как антацид для целого месторождения. Инженеры научились использовать и то, что осталось внизу. Под голландским Херленом лежат затопленные штольни закрытых в 70-х угольных шахт. На глубине 700 метров вода там прогрета земным теплом до 28 градусов, а на 200 метрах держится около 16. Городская компания пробурила скважины в обе зоны и прогоняет эту воду через тепловые насосы. Зимой греет жилые кварталы, летом сбрасывает в холодный горизонт лишнее тепло из офисов и охлаждает их. Шахта, которую закрывали как убыточную, отапливает дома внуков тех, кто в ней работал. Про Корнуолл в Англии стоит сказать хотя бы потому, что там переиграли саму геометрию ямы. Карьер Бодолва, откуда 1,5 века добывали каолин, к середине 90-х выработали до дна. 60 метров глубины, отвесные стенки, ни грамма почвы и уровень грунтовых вод на 15 метров выше дна. Первые же месяцы стройки залило дождями. Дно засыпали грунтом, сделанным из отходов той же глины и компоста, 83 тысячи тонн, и накрыли яму прозрачными куполами. Внутри теперь
растут тропический лес и средиземноморская роща, а посетители спускаются вниз по тем же серпантинам, по которым раньше ползли самосвалы с глиной. Именно поэтому современные компании обязаны написать план закрытия рудника до того, как достанут первую тонну руды. В плане расчет, как поведет себя порода без откачки. Нужна ли постоянная станция очистки воды? Что делать с отвалами пустого камня, которые за годы работы вырастают в искусственные горы? Отвалы, кстати, отдельная беда, о которой редко думают. Пустая порода, вынутая ради доступа к руде, лежит открытой всем дождям, и дождевая вода вымывает из нее ту же серу и те же металлы, унося их в ручьи. Поэтому отвалы стараются накрыть слоем глины и почвы еще до закрытия шахты и засадить растениями, чьи корни держат верхний слой и не пускают воду вниз. Чтобы все это не осталось обещанием на бумаге, во многих странах компанию заставляют заранее положить деньги в отдельный фонд. Гарантийный депозит на закрытие рудника для крупного месторождения доходит до сотен миллионов долларов. Логика простая. Если компания разорится или исчезнет, деньги на откачку, укрепление бортов и очистку почвы уже лежат на счету, и предъявлять счет будет не некому. С углем есть еще одна особенность, о которой обычно узнают по запаху. Уголь способен тлеть под землей десятилетиями, если после обрушения выработок к нему просачивается воздух через трещины. В индийском угольном районе Чхария подземные пожары горят непрерывно примерно с 1916 года. Дым выходит наверх сквозь щели в земле посреди жилых кварталов, построенных над старыми шахтами. Земля во дворах местами теплая, и зимой на ней не лежит снег. Мониторинг современных карьеров построен на том, что порода предупреждает заранее. На бортах Бинхэм-каньона стоит сеть из 200 с лишним отражателей, радаров и датчиков, которые ловят смещение в доли миллиметра. В начале 2013 года они показали, что северо-восточный борт ползет и скорость растет. 10 апреля движение дошло до 5 см в сутки. В 11 утра всех вывели из карьера. В 14:38 компания выпустила пресс-релиз, где прямо сказано: обрушение неизбежно. В 21:30 145 миллионов тонн породы сошли вниз двумя лавинами с разницей в 1,5 часа, разогнавшись выше 100 км в час, и накрыли почти все дно карьера слоем от 30 до 120 метров. Сейсмографы записали 16 мелких землетрясений. Не пострадал ни один человек. Через 17 дней рудник снова выдавал руду. Вот эта деталь для меня важнее самой лавины. Никакой внезапности не было. Порода двигалась месяцами и честно сообщала об этом каждым миллиметром. А люди просто научились ее слушать. Значит, ответ на вопрос, что происходит с землей, когда из нее выбирают всю руду, звучит примерно так. Земля не хранит пустоту. Она возвращает себе объем – породой, водой или тем и другим сразу. И вместе с водой всегда приходит химия. Разница между ядовитым водоемом, подводным музеем, оранжереей в яме и системой отопления для целого города решается не в момент закрытия рудника, а гораздо раньше, когда кто-то смотрит на карту месторождения и выбирает, где резать. Разговор с толщей начинается с первого удара бура и не заканчивается никогда. Просто в какой-то момент отвечать на реплики Земли приходится уже не тем, кто эту толщу вскрыл. Не забудьте подписаться.